Привет, привет, убеленные аудиосединами аудиоаксакалы, не бросившие меня в столь скорбный час. Сколь веревочки не виться, а работать все равно придется. Ну, имеется в виду что-либо делать руками, пилить, стругать и так далее. Вот подошел этот самый момент. Мы выяснили разделы полос в предыдущем видео для вот этой двухполосной системы. Напомню, на монокорд T300 и SIS H1215. Теперь надо разработать кроссовер, чем я сейчас и займусь, и вам покажу все это в деталях, покажу даже пару вариантов этого кроссовера. На самом деле решений может быть несчисленное множество, ну условно говоря, много, скажем так. Все это можно реализовать по-разному. Я вам покажу свой вариант, тот, который мне пришелся по душе на основании, ну прежде всего, расчетов, то есть азбучной теоретической базе. И, во-вторых, субъективному восприятию этого всего на слух. Сразу скажу, что мы предполагаем, и Господь располагает. То есть то, что я хотел поделить по классике на 2,8 кГц, в общем, не получилось. Получилось значительно выше, что противоречит, например, теории о расстоянии между динамиками, которую я пропагандировал в предыдущих видео. Несколько раз об этом повторял. Однако я там оговорился, что ввиду того, что динамик представляет собой не точечный источник звука, а все-таки габариты его расширены по сравнению с точкой, то и интерференция, которая при этом возникает на частотах выше рассчитанной, тоже, в общем, скажем, не так и страшен интерференция, как черт самолет. Поэтому, короче говоря, сейчас я вам все это покажу. Итак, создав равные условия, необходимые для измерения АЧХ для создания кроссовера, я получил следующие графики АЧХ этих двух динамиков. Это нетрудно заметить, монокорд DT300 АЧХ снято в этом поле, без фильтра, разумеется. А вот это график SIS динамика H1215, из которого, если мы сложим эти графики, то можно будет увидеть, что высокочастотный динамик имеет большую чувствительность, чем низкочастотный, то есть придется вводить L-пад, такой себе где-то на 6 дБ минимум, и будет требоваться учитывать потери на отражение баффла, baffle step, которые здесь вы видите, потери, огромные потери по сравнению с среднечастотным диапазоном. Баффл считается потери, на баффл начинается с частоты, которая определяется эмпирической формулой 11600 разделить на минимальный размер перегородки в сантиметрах. То есть у меня это 25 сантиметров. Давайте-ка попробуем это сделать. Это 11600 разделить на 25 сантиметров, получим частоту в герцах 464 герца. Ну, можно себя проверить. Сейчас я сделал закладочку. Здесь есть такой калькулятор baffle step компенсатора. Цепь состоять должна из индуктивности, шунтируемой неким резистором, чтобы ослабить ее добротность, которая будет зависеть потери, которые внесутся этой цепью. В моем случае я бы хотел 3 дБ где-то потерять. Ну, глядя на вот этот график, мне кажется, что больше не следует, потому что сам фильтр привалится где-то здесь на 2,5-3 кГц и останется компенсировать не так прям катастрофически много, хотя все это потерянные деньги, поймите правильно. Для пользования этой формулой необходимо с определением постоянному току этого динамика найти. Я тут его отложил где-то, вот оно у меня 5,8 Ом. Запишем. Ширина баффла в дюймах, 25 сантиметров это 10 дюймов, и потерю в децибелах я бы 3 хотел децибела на этом всем потерять. Калькулятор мы получаем 456 герц. Ну и данные катушки, которая нужна с резистором 0,8 миллигенри, смотрим здесь на калькуляторе, было 464 герца, здесь 456 герц, а по графику реально снятому мы видим 456. Вот, пожалуйста, вот именно здесь
И следует начать компенсацию вот этого всего участка вот этой вот цепочкой. Ну что ж, так и сделаем это, в общем, придется делать, придется вносить эти потери, потому что иначе звучание будет, конечно, ущербным. Итак, строим кроссовер. Ну, назовем это наши двухполоски, не знаю, two-way. Пассивный фильтр. Ширина бафла в миллиметрах 250. Высота, ну пусть 500, хотя я не помню, там 480 что-то было. И расстояние, видите, между центрами излучения басового и низкочастотного, ну в нашем случае двухполоски динамика, 15 сантиметров. То есть 150 миллиметров. И какую же частоту сейчас программа нам предложит для деления полос? Она предложила 2288, грубо 2300. Вы подумайте, Линкольн Райли. Фильтр она нам предлагает, итак, фильтр низких частот. Надо ему внести параметры. Это у нас где? Это у нас тут, да, правильно. Басовый динамик СИС и его сопротивление, импеданса кривую вношу. Она определяет сопротивление постоянному току. Ну, в частном случае здесь. Переходим к следующей вкладке. Это высокочастотный динамик. Это у нас монокор. Нужно внести его данные. Это и Шейтан Арбе пускай считает. Сопротивление постоянному току такое вот. И получим на выходе вот такой вот фильтр. Такой вот фильтр. Если включим анализ, он нам покажет следующую кривизну. Ну, еще раз, это без компенсации баффл степа, который вот отсюда у нас начинается, во-первых. Во-вторых, без L-пада, который компенсирует различия в чувствительностях этих двух излучателей. Вот. Ну, внесу это все я внес, честно говоря, внес. И никаких, конечно, не 2300 я хотел разделить эти полосы. Все у меня получилось несколько иначе. Не буду вас долго мучить. Я это все уже набрал. И получил вот такую вот схему. Вот это вот LPAD, видите, 1 к 1, грубо на 6 дБ валю я. Твиттер, вот такие вот номиналы примерно. Я еще посмотрю, какие у меня в наличии есть, чтобы подобрать. Ну, собственно говоря, все они стандартные, поэтому нормальные. И давайте включим анализ, что мы увидим в анализе. В анализе, ну, сперва импеданс, прежде всего. То есть просадок ниже 6 Ом вообще не наблюдается, поэтому вполне нормально. И вот такая вот радостная картина получилась на АЧХ. Ну, тут еще можно включить суммарную АЧХ. Несложно заметить, что она близка к идеальной, вопреки мнению пользователя, который писал о том, что в отличие от трехполоски эти два излучателя сшить хорошо, красиво, ласково не получится. Можно было бы предположить, что они здесь стыкованы чуть ли не на 4 кГц, однако это не так, поскольку вот этот вот завал имеет число энергии, которое в полосе совместного излучения, распределено неравномерно. Если бы тут был прямой завал такой, ну, здесь он практически идеальный, да, видите, то есть басовый динамик привалился как раз прекрасно. Все это фильтр второго порядка, я напомню, если кто сомневается, вот они. А этот твиттер валится все-таки не очень. Если бы его валить выше, то да, тогда бы он сгладился лучше, и эта частота читалась бы лучше. А так она все-таки находится где-то в районе 3 кГц. Реально, как бы. Хотя нет, 3 не получается. Все-таки получается ближе к 4. Ну, так или иначе, получилась вот такая вот неплохая достаточно картина. Что же касается баффл степа, напомню, я должен был внести индуктивность около 0,80 с чем-то миллигенри, то есть практически 1 миллигенри для компенсации, и резистор. Я это решил несколько иначе. Я сделал компромиссный фильтр второго порядка. У него добротность хуже, чем 12 дБ на октаву срез тут не получается. Тут получается более ласковый срез. И в связи с этим автоматически получилась компенсация бафла. Ну, вот таким вот образом я пошел. Что касается C500, то я решил его не вводить.
оставить так. Таким образом, эта схема практически полностью финальная, и можно приступать к ее реализации в железе. Ну, посмотрим, что получится в железе. На это у меня есть тоже свои наработки. Когда я уже закончил этот эпизод видео, мои знакомые меня попросили все-таки объяснить, какие еще есть варианты компоновки фильтра для подобной системы. Как я говорил раньше, вариантов бесчисленное множество, но я приведу вам пример, который я отмакетировал, но от которого в конечном итоге отказался, и я вам объясню почему. Материал этот был небезызвестного Троэлса. Троэлса Грависона. Вот его сайт, его знают прекрасно издание «Человек», его знают любители аудио, потому что у него просто бесконечный набор колонок, которые он собрал на той или иной элементной базе тех или иных производителей, что делает эту коллекцию на самом деле уникальной. В частности, здесь есть и колонки, собранные на этом динамике SIS, который я здесь использовал, басовом динамике. Называется этот проект Майя у него. Он защищен каким-то образом авторскими правами здесь. И он подробно рассказывает тоже примерно как я, но только в картинках, без видео, о этой конструкции. Это тоже двухполосная система на динамиках SIS. Вот. Но сделан он ее выполнил с объемом 23 литра. Ну, напомню, что я это сделал в 15 литрах, и то, в общем-то, мог бы сделать еще меньше. Я не буду углубляться, что его подвигло на такой огромный, на мой взгляд, избыточный объем, но это как бы его радости. Интересует кроссовер. Он его решил вот таким вот образом. Ну, ввел компенсацию бафла отдельно, допустим, и ввел цепь Цобеля здесь отдельно. И второго порядка фильтр для низкочастотного динамика и фильтр высоких частот для пищалки третьего порядка. И что же это дало? Я смакетировал эту ситуацию. Единственное, что я не включал здесь, ее просто нет на рисунке. Секундочку. Вот я сделал, имитировал эту цепь, эту схему, вернее, его схему, и получил результат вот такой вот. Если его сравнить с моим результатом, можно заметить более плавный срез у Твиттера. Это, безусловно, заслуга этого решения. Однако неравномерность в сумме даже больше, чем у меня получилось. Поэтому я от этой идеи отказался, тем более много элементов. Не так интересно всего, на мой взгляд, выглядит, не знаю, например, в импедансе. Мне все-таки ближе мое решение, чем вот это вот, например. Но тут еще отмечу, я вставил здесь цепочку Бушера, то есть Цобель, посчитав ее, допустим, на калькуляторе. Нужно было ввести импеданс 8 Ом и индуктанс 1,2 миллигенри. В моем случае для этого динамика получилось 8 Ом и 18 микрофарад. Вот они здесь, видите, я 15 поставил, что у меня номинал был конденсатор именно 15. Ничего хорошего эта цепь не дала, поэтому я считаю свое решение вот этим более убористым, более лаконичным, а я в аудио ценю лаконичность, одно из самых приоритетных направлений, то есть не направление, а опции. То есть для меня очень важно, чтобы тракт был коротким. То есть каждый элемент, который мы вставляем в тракт, он не может сделать звук лучше. Он может сделать звук только хуже. То есть внести какие-то артефакты, какие-то изменения. Может быть, вам покажется, что это красивее. Но, во-первых, это вам. Во-вторых, может быть. В-третьих, в какой-то определенный момент, а если слушать эту акустическую систему, это решение долго, то рано или поздно придете к выводу, что это лишняя была приблуда, и она в чем-то где-то мешает. Короче, я решил оставить эту схему, и о чем буду с вами говорить далее. Я пробовал еще несколько вариантов.
Думал даже сделать третьего порядка на басовый динамик, как я это делал в своей трехполоске. Нет, не надо. Здесь вторым порядком она очень ласково порезала динамик. Единственное, хотелось бы, конечно, пониже, но здесь не складывается тогда, ну, достаточно горбатая АЧХ Твиттера все-таки накладывает неприятный отпечаток на все остальное. Вот этот вот горб, то есть если ниже резать, получится здесь очень большая неравномерность. И не хотелось бы этого делать, поэтому все-таки получилось невероятно высоко, скажем так. Ну, не 4, конечно, тут реально, если аппроксимировать все эти кривые, сделать из них более ровные, для того, чтобы по энергетическому уровню посмотреть влияние каждой полосы, то получится там 3,5, что тоже очень много, конечно. Вот такие дела, дорогие мои. Такой высокий выбор частоты раздела, который получился, он больше обусловлен неравномерностью АЧХ Твиттера, в частности. В месте, где я собирался его порезать, он там резался весьма неохотно. Твиттеры как кошки, знаете. Если не хочет, не заставишь. Поэтому приходится идти на компромисс, двигать свои хотелки, прислушиваться многократно. Не на основании услышанного и полученного, либо отказаться от проекта, сказать, что этот динамик мне не нравится. Отсюда берется много динамиков, которые нам с вами не нравятся. Много женщин, которые нам не нравятся. Нам нравится что-то определенное. Но если вам удалось свою хотелку соизмерить с тем, что возможно в данной конфигурации получить, то получится, ну, получится то, что получится. Я еще покажу, соберу это все и покажу. Для того, чтобы собрать кроссовер, я нашел, знаете, что у себя в загашниках? Вот такие вот наборы, комплекты. Это от Монокор, когда-то они это продавали. Сейчас они почему-то это не продают. Я не знаю почему, ну то есть у них на сайте я этого не видел. Это, собственно, PCB, то есть платы, на которых можно собирать кроссовер именно для двухполосной системы, именно второго порядка. То есть наименование его вот увидите на экране, если кому-то надо, интересно. Вот так вот выглядит эта плата. Это ее фольгированная сторона, это ее, назовем это, титульной стороной. То есть здесь размещены компоненты, они здесь нарисованы. Вот 2 катушки, 2 конденсатора, грубо 3 конденсатора, потому что там еще под цепь Соболя разведена. Извините, я кверх ногами показал. Резисторы тоже к цепи Соболя и к делителю Алпаду. Как раз то, что мне нужно. И даже какой-то там лампочка. Кстати, давайте я вам покажу. Вообще удивительное дело. Я вам это сейчас сфотографирую, его подставлю, эту картинку. Но здесь на картинке изображены, допустим, фильтр низких частот, фильтр высоких частот. Это не лампочка. А лампочка здесь для того, вот по-английски с другой стороны. А лампочка здесь для того, чтобы обезопасить твиттер от перегрузки. Это всегда так делали, ну когда-то так делали, по крайней мере, такую защиту твиттера, чтобы если свистнет микрофон, например, чтобы твиттер умер не сразу, а еще попробовал выжить. Ну и кроме этого, я на балконе, помните, ящик у меня стоит с деталями, вот набрал детали, то есть для этого кроссовера, как известно, понадобится вот индуктивности 0,82 миллигенри, 1,5 миллигенри, конденсаторы Монокор 3,3 микрофарада и сколько? 6,8 микрофарада. Вот так вот выглядят эти конденсаторы. Они достаточно качественные. Я на них собирал много-много лет. Наверное, лет 20 уже. Собирал больше, наверное, на них. Колонки. Ну, что значит собирал? Это у меня же не производство какое-то. Это опытные, экспериментальные какие-то конструкции. Такие дела. Я соберу этот кроссовер и вернусь к нашему обсуждению еще.
Ну вот, дорогие друзья, долго ли, коротко ли, а кроссовер я собрал один экземпляр для того, чтобы его подключить к, допустим, этой колонке, этой системе, записать тестовые сигналы, убедиться в верности принятого решения. Вот вы видите, как он выглядит. Можно отметить, что монокорд даже не предполагал разнесения по осям катушек индуктивности, например. То есть одна, если горизонтально, то вторую хорошо бы поставить вертикально для того, чтобы избежать взаимного влияния этих катушек. Но это сделано инженерно правильно. Катушки находятся на таком расстоянии, когда это взаимное влияние, конечно, не актуально. Его нет смысла обсуждать. И в отличие от любительских конструкций, там где фанатеющие перфекционисты, которые не имеют базы настоящих лабораторий, пытаются сделать лучше лучшего, масло масляное, и фанатеют в этих конфигурациях. Тоже Троллс, например, делает кроссоверы размером с лапоть, тоже для того, чтобы разнести компоненты по расстоянию. Я, понятно, этим заниматься не буду. Во-первых, это и не моя даже работа, как бы. Но это фабричный сампл, поэтому вся критика к фабрике. Okay? Да, ну вот резисторы, вы видите, делитель, конденсаторы, клемки входные, клемки выходные для подключения динамиков. Ну что, осталось его подключить, этот кроссовер, и прогнать тест, так ли он хорош, как мне бы хотелось, как нам бы с вами хотелось. Ну, потом вернемся к обсуждению еще. Ну что ж, долго ли, коротко ли, вот я собрал всю, собственно, систему, вставил этот кроссовер, положил его сверху этого динамика твиттера и подключил оба динамика, естественно, выход усилителя туда подключил. Все готово к тестированию и измерениям. Сначала я сделаю естественные измерения, ну а потом будем думать, насколько это нам понравилось все. Давайте посмотрим. Вот мы видим кривульку, которая получилась. Что я могу сказать из позитива сразу, то что сшивка, то есть в районе 3-4 кГц, практически незаметно. Кстати, можем сравнить с предполагаемой расчетной. Вот это получилось у нас при измерениях. А вот это мы планировали получить, когда делали прикидки. Видите, даже вот этот провал, который присутствует на АЧХ именно Твиттера, это не баг системы, это баг Твиттера. Нет, скорее всего, это моих измерений баг, потому что так мерить нельзя. Конечно, могут нести это к клипелю, измерить там, но эта система это не тянет на такую процедуру. Ее нельзя назвать законченной, устоявшимся концептом. Об этом мы еще поговорим, к этому вернемся. Однако, видите, повторяются все эти области. Вот единственное, здесь у меня получился небольшой подъемчик, здесь небольшой провальчик. Ну, в общем-то, это, наверное, хорошо. 200 Гц вижу. И там, где Buffalo Step мы должны были компенсировать, ну, похоже, что скомпенсировали. Может быть, можно было еще немножко привалить, но посмотрим, как это будет звучать. Ну, одновременно я сделаю измерения тогда, как меня просили люди в программе REF, для того, чтобы кому-то, может, это покажется более знакомым, более интересным. Если что, я даже файл смогу подогнать. Кому это окажется нужным, допустим, меряем от 100 Гц, пускай до 20 тысяч. Проверим уровень. Естественно, он маленький, но и нам хватит. Ну и получили вот такую вот кривулю, которая в принципе бьется то же самое. Вот это вот 7 кГц провал Твиттера, вот это 3-4 сшивка. Вполне корректно, очень похоже на вот это измерение. На этом, наверное, и закончим. Ну, конечно, Buffalo можно было бы еще немножко подправить. Этим я еще, возможно, займусь, посмотрим. Это видео не призвано дать вам инструментарий для повторения
Вовсе нет. Этим видео я хотел показать просто, что от чего зависит при формировании, при конструировании акустической системы, при разработке акустической системы. Очень важно донести, по крайней мере, мои соображения насчет выбора конфигурации, отношения динамиков к задаче, которая решается, или точнее, как задача влияет на выбор динамиков, выбор конфигурации, выбор полос раздела и так далее. Это была, вообще говоря, основная задача. В следующем видео я соберу второй такой фильтр, подключу обе колонки, запишу тестовое видео со звуком на своем старом и новом наборе треков, для того, чтобы дать вам хотя бы поверхностное впечатление о том, как это все звучит. И обсудим еще, какие возможны действия с этими колонками. Еще раз, это один из тысяч вариантов конфигурирования вот этих двух, даже просто этих двух динамиков. То есть их можно, ну не тысяч, там, но десяток комбинаций можно было бы найти. Я вам показал только одну живьем, две показал в эмуляторе, в программе, которая довольно неплохо бьется, как вы видите, с результатами живых измерений. Ну, правда, измерения это кривые, еще раз. Если бы я отнес это или в безэховую камеру, или на анализатор клипеля, то получил бы абсолютно точную АЧХ. Но это не тянет конструкция на такую задачу. Затем пока, друзья мои, auf Wiedersehen.